Львы, приветствую вас! Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале. И сегодня мы с вами будем разбирать очень интересную тему, а именно карма вашего текущего воплощения. Прежде чем мы с вами приступим более глубоко и детально, так сказать, раскрывать этот вопрос, хочу сделать такую небольшую отсылку, небольшое предисловие. Безусловно, наиболее точным расчетом кармы это будет индивидуальная консультация, расчет у кармолога, нумеролога или астролога, где будут учитываться и ваша дата, и ваше время рождения. Сейчас мы обсуждаем общие базовые вещи для всех рожденных под знаком зодиака Лев. Почему? Потому что вне зависимости от того, как на вас влияет асцендент и ряд прочих факторов, все равно у вас будет подтянута эта кармическая задача. Это база, которую вы должны прожить и выполнить в этом воплощении. Поэтому берите себе эту информацию на заметку. Будем смотреть и анализировать, что же это такое. Что такое, в принципе, карма? Карма – это закон причинно-следственных связей, потому что сама по себе слово карма, оно переводится как действие. То есть, иными словами, это последствия наших действий. То есть то, что мы наработали, заслужили, то мы по факту и получаем за наши деяния. Причем это речь идет и как о предыдущих реинкарнациях, о текущем воплощении, так и о будущих. Вне зависимости от того, верите вы в это или нет, но даже если брать вопрос текущего воплощения, прослушайте информацию, думаю, она найдет отклик в ваших сердцах. И следуя рекомендациям карт Таро, я уверена, что вы можете существенно и качественно поменять свою жизнь в лучшую сторону. Итак, дорогие мои хорошие львы, согласно колоде Таро по системе Райдера Уэйта, английская школа, вашему знаку зодиаку соответствует 8-й аркан, аркан сила. 8-й аркан, 8-й месяц. То есть основные представители знака зодиака Лев рождены у нас все-таки в августе. Ваш дом, если мы будем смотреть зодиакальный круг, отвечает за 5-й дом. Почему? Потому что такое Лев, с чем он соотносится? 5-й дом, как мы знаем, это дом удовольствий. Почему дом удовольствий? Потому что 5-й дом у нас в целом отвечает за наше влечение, за удовольствие, за наши прихоти. Потому что управителем 5-го дома у нас является Лев, хозяин его солнце. Иными словами, это то, к чему наше сердце прикипело, то, без чего человек себя не мыслит. То есть это также плоды трудов его, но и помимо всего прочего, это все, что отвечает за отдых, развлечения, игры, азарт, творчество, искусство, за успех, славу, любовь, эротические связи, то есть потому что по 5-му дому проходят любовники, дети. То есть иными словами, все, что вы можете оставить после себя. То есть какое наследие вы можете оставить своим потомкам. Но сейчас мы с вами просмотрим основные ваши кармические задачи и будем смотреть узловые точки, которые вам необходимо будет проработать в течение всей жизни для того, чтобы выполнить задачу этого воплощения. Итак, для чего рождается Лев, представитель знака зодиака Лев? Вы должны понять и осознать, что власть любви сильнее, чем любовь к власти. То есть ваша основная задача – это научиться любить себя. И для вас это важнее, чем быть любимыми другими. Потому что высшее «Я» Льва в его сердце, в его мужестве, в его сущности. Ваше властное эго, ваша целеустремленность, они дают вам силы на то, чтобы вы добивались поставленных задач. И главная ваша цель – это заставить свое тело и целеустремленность служить сердцу, то есть подчиняться высшей мудрости природы, высшей мудрости Вселенной. Потому что когда вы следуете велению своего сердца открыто, вы дарите другим людям энергию Солнца, потому что ваша природная привлекательность, ваше чувство собственного достоинства и дар предвидения, они помогают вам свернуть горы. Причем это касается всех сфер жизни. А вот когда вы начинаете потворствовать своему упрямому эго, то есть иными словами, когда ваши энергии идут в минус, то есть мы работаем или живем на низких частотах, в частности, перевернутая сила.
отток сил, упадок сил. То есть в результате вы неизменно обжигаетесь. Поэтому вы должны понять, что настоящая мудрость заключается в том, чтобы использовать власть любви. Эго, к сожалению, для львов это источник всех проблем и одновременно главный учитель для льва. Потому что эго льва настолько велико, что часто лев не может сопротивляться своим желаниям и даже путает их с Божьей волей. Вне зависимости от того, атеисты вы или нет, верите вы в Бога, в Вселенную, в карму, но знаете как, примите, прослушайте информацию, в любом случае для вас это будет пищей для ума. Но одно из самых главных достоинств, в чем вам можно позавидовать, это вера в себя. Это даже самооценка не на уровне, а выше, завышенная самооценка. Но в вашем случае это работает в плюс, потому что, знаете как, несмотря на какую-то позицию высокомерия, когда вы считаете собственные желания и потребности более важными, чем желания других людей, но именно амбиции, именно ваше внутреннее я, ваше внутреннее эго заставляют вас как локомотив идти к достижению своих целей, несмотря ни на что. То есть, знаете, по трупам, по головам, может, это так и звучит, но, как вы понимаете, вот для вас чем-то вы немножко тут схожи с тельцом. Это вижу цель, не вижу препятствий. И плевать на все, на мнение, на окружение. То есть я не говорю, что вы не считаетесь с другими людьми, но если вы понимаете, что для вас это какая-то важная жизненная позиция, это то, что вы ставите во главу угла, у вас не остановит ничто. Потому что у вас не просто амбиции, у вас амбиции, которые подкреплены эго, которое вас будет толкать на эти свершения. И зачастую как раз вот из львов большая часть – это шикарные лидеры, это руководители, это управленцы. Да, иногда вас видят диктатора, которого ненавидят. Но у вас, опять же, такая концепция и позиция по жизни. Боятся, значит, уважают. Ну, как говорится, каждому свое. Но, тем не менее, львы, вот чего-чего, а самооценки вам не занимать. И это прекрасно, потому что, скажу честно, вот анализируя другие знаки, у большинства людей проблемы в жизни заключаются из-за низкой самооценки, или ее общее отсутствие, или если она ниже плинтуса, то у вас с этим проблем нет. Кроме того, когда вы идете слепо к своей цели, игнорируете критику со стороны других людей, вы можете, знаете, как прийти не к тому, чего хотите, попутно набирая кармические долги. Но сейчас я объясню. Позиция льва. Почему я так еще уверенно об этом говорю? Потому что я сама асцендент во льве. Да? Вы не то, что можете гнаться за какими-то фейковыми идеями, но вам крайне важно, чтобы социум вас любил, уважал, перед вами преклонялся, там, делал вам комплименты. И зачастую вы иногда склонны пускать пыль в глаза. То есть, сейчас объясню, это не значит, что вы это делаете фальшиво. Нет, у вас для этого есть ресурсы. Но ваша основная задача не следовать чужим целям или не следовать целям слепо, потому что вы можете чего-то достигнуть. Ну, я утрированно вот просто говорю, в серии «хочу себе там, не знаю, яхту». Вы ее достигли, а потом вы думаете, а нафига она мне вообще нужна? Это не то, чего я хотела, не то, к чему я стремился. Мне хочется в жизни чего-то другого, понимаете? То есть не заменяйте свои идеалы чужими ценностями и чужими какими-то подложными идеалами. То есть это, то есть умейте разграничить, где четко ваше, а где чужое, напускное и то, что вам не присуще. Опять же, есть такой нюанс. Властное высокомерие льва может оскорбить других людей. Это случается в том случае, если человек становится неуправляемым, самоуверенным или когда человек достигает очень высоких вершин в плане карьеры, социального достижения, потому что вы в этом случае начинаете верить, что для вас не существует недостижимых целей. Уверенность в себе – это, безусловно, хорошая черта, но не в том случае, если ее источник – это чувство собственного превосходства. Вот здесь, конечно, с этим нужно работать. С этим нужно, конечно, знаете, как очень такой сложный кармический урок, который нужно прожить и пройти. Но вот если вы всю свою целеустремленность направите для того, чтобы следовать велениям своего благородного сердца, вашей мудрости, и тогда вашу силу увидят окружающие, и они охотно будут идти с вами на контакт, они охотно с вами будут взаимодействовать, вам помогать, и вас вознесут на пьедестал. Почему? Потому что, по сути, основной картой, давайте я вам сейчас даже покажу, основным арканом, который классифицирует или позиционирует льва,
является шестерка жезлов, карта триумфа, карта победы. Но в этой колоде мы по прорисовке этого не увидим, но в классической это когда прекрасный рыцарь едет на лошади, да, и его окружает толпа. Ну, то есть восхваляет, воспевает, там аплодисменты, лавры. То есть, иными словами, что вам нужно понять? Короля делает свита. То есть, эта свита, она вас может как возвести на пьедестал, так и сбросить с этого пьедестала. То есть, речь идет о том, что вы должны понимать, успех, который вы достигаете в жизни, он идет в вашу жизнь благодаря вашему окружению. То есть, не сбрасывайте это со счетов, учитесь быть благодарными людям, учитесь оказывать им также, знаете, как это сказать, не то чтобы помощь, поддержку, а свое уважение выказывать. Сейчас быстро не смогла найти аркан. Но в любом случае это карта, которая... А вот она, шестерка жезлов, карта победы. Вот смотрите. Вот когда вас окружают, защищают, а вы в центре. Вот, вы сама, так сказать, соль земли фактически. Ну, это утрировано, да? Потому что вы человек энергии солнца. Но вы должны понимать, что вот эту энергию вам дает ваше окружение, ваш социум, те люди, которые идут за вами. Поэтому вы должны их уважать, их благодарить, давать им энергообмен, потому что они являются ключевой, знаете, как вашей подпиткой и вашим трамплином в жизни. Конечно, каждый лев должен прийти к этой истине своим путем. Некоторые просто не знают, да, о благородстве своего сердца, поэтому не прислушиваться к этой ситуации. Другие открывают энергию своей души через положительные эмоции, то есть через любовь к детям, животным, природе. Почему? Потому что лев соединяется с энергией своего сердца, когда думает о любимых людях, когда о них заботится. И какой бы способ открыть свое сердце лев не выбрал, он обязательно должен это сделать, потому что именно внутри вас находится вся мудрость и сила. И один из способов достигнуть духовного совершенства, как ни странно, это проявлять смирение. Ну, могу сказать, на собственном опыте это крайне сложно делать. Вам уметь нужно действительно отстаивать личные границы, у вас это прекрасно получается, но нужно также понимать позицию по принципу, знаете, как собака лает, караван идет. То есть не распылять всю свою энергию на людей, которые, возможно, недостойны вас, вашего внимания или взаимодействия с вами. То есть не реагировать. Вот смирение – это та черта, которую сложно, да, вырабатывать в жизни. Благодаря смирению душа человека, она всегда остается открытой и благородной, потому что смирение не дает раздуваться нашему эго. И даже будучи скромным человеком, лев всегда помнит, что он царь. И этого никто не сможет у него отнять. Смирение вам открывает путь к высшему источнику силы, потому что некоторые львы, они так и говорят об этом. Вселенная сделала сегодня очень много моими руками. И это так и есть, потому что вам даются возможности, вам даются ресурсы. Вы энергия солнца, то есть вы поцелованы Богом, и вы несете эту энергию людям. И серьезная проблема львов заключается в том, что они не чувствуют того момента, когда нужно выйти из какого-то дела и двигаться дальше. Вот часто из-за своего упрямства вы надолго застреваете на одной точке. Иногда вы занимаетесь делом, которое никак не способствует вашему совершенствованию. То есть, знаете, как только есть чувство долга. Вот по принципу я договорился, я обязан, я пообещал. И вы можете думать, что отказ от своих обязательств, выход из дела – это признак слабости, своеволия. Хотя на самом деле это часто признак силы и мудрости. Иными словами, если вы подписались на какое-то дело, контракт, ресурсы, вы понимаете, что нет, я этого не хочу, меня это не радует, или... Я понимаю, что это дело пустое, то вам нет смысла здесь распылять свои ресурсы. То есть лучше честно об этом заявить партнеру, заплатить какие-то отступные и выйти из ситуации, чем если в эту лямку будете тянуть еще очень долго. Другая кармическая ошибка львов – это то, что иногда вы считаете себя центром Вселенной. Вот тогда вы можете превращаться в эгоистичного самодура и отбирать энергию окружающих, да, вместо того, чтобы эту энергию дарить им. В этом случае это энергия, которая будет разрушать вас и все окружение, потому что вы будете действовать на низких частотах. Вопрос саморазрушения и уничтожения вашего окружения. Ваша задача вот эту энергию сублимировать и тратить ее на полезные ресурсы. А именно, поскольку вы стараетесь в жизни отличаться во всем от остальных,
Тратьте эту энергию на создание собственного имиджа, на построение своего тела, оболочки, потому что внешний облик для вас это фактически все. Это ваше самовыражение. Вот не зря, вот знаете, как пословица, да, по одежке встречают. Это исконная позиция львов. Потому что вы понимаете, то, как человек выглядит, во многом может о нем говорить и позиционировать его как личность, как структуру, как он о себе заявляет, на что он способен, как он о себе готов заявить и к чему он готов стремиться. Да, иногда внешность бывает обманчива, но это не о вас. Вы понимаете, что я себя позиционирую так, как я себя веду в повседневной жизни. Помимо всего прочего, это может быть какой-то нестандартный подход к делу, ваш бизнес, ваша работа. То есть у вас есть такая способность сделать изюминку в каком-то ресурсе, то есть не так, как всех. И это тот самый случай, когда люди задают вопрос, блин, ну почему вот у него все идет, вот у меня такой же бизнес и так же все делают, но все клиенты прутся к нему. А почему? А у вас подход, а у вас вкус, а у вас сервис, а у вас энергия, потому что вы людям дарите радость, чего в таком объеме не могут дать другие. И вот в этом заключается ваша особенность. Поэтому ваша задача понимать, что да, ощущение собственного превосходства – это прекрасно, но вы должны помнить, что это ложное чувство. И вы должны научиться слышать голос сердца и своего высшего «я». Вы должны чувствовать, когда берете на себя слишком многого, в этот момент вспомните о себе. Пусть кто-то другой возьмет на себя часть проблем или часть какой-то проблемной ситуации. И не тратьте полностью все свои ресурсы только, как говорю, на показательное выступление, только на ваш имидж. Тратьте это на бизнес, тратьте это на развитие, тратьте это на духовное самосовершенствование, потому что ваша основная концепция жизни – быть, а не казаться. Вот просто это, знаете, должен быть ваш слоган и девиз по жизни. Опять же, научиться делать бескорыстные подарки от чистого сердца, потому что это будет работать на вашу энергетику, на прокачку вашей энергии в целом и работать на ваш имидж. Но это если так вкратце мы с вами оговорим и проработаем основные моменты по карме, которые я вам озвучила, потому что вы должны понимать, выбирайте любовь, быть внутренне настоящими. Вам нужна, вы любите комплименты, но вы должны четко отделять зерна от плевел. То есть комплименты ценить искренне, не напрашиваться просто на пустые комплименты, потому что будет отток вашей энергии. И самое главное – это научиться быть благодарным и быть бескорыстным. Ну а сейчас мы с вами будем прорабатывать ваши кармические узлы, ваши кармические задачи. Так, первый дом. Что у вас здесь? У вас здесь рыцарь монет. Но здесь все стабильно. У кого, у львов с самооценкой проблем никаких нет. Почему? Потому что первый дом у нас отвечает за что? Первый дом – это наш характер, это наше самовыражение, это наш темперамент, это наш внешний облик, это то, как мы позиционируем себя в социуме, тип нашего самовыражения и восприятия себя. С этим у нас проблем нет, любой в этом вопросе вам позавидует, поэтому по рыцарю монет здесь все прекрасно. То, что касается второго дома. Второй дом у вас здесь ложится четверка мечей. Это чисто львиное, сейчас объясню. Поскольку второй дом – это точка возможностей, то есть это ресурсы, имущество, доход, бюджет, это вопросы благосостояния, это наличные деньги, это источники доходов и виды трат. По четверке мечей это сама по себе ситуация, когда вам всегда кажется, что мало, так надо больше, надо сильнее. И поскольку четверка мечей это у нас карта отдыха, это желание пассивного источника дохода, то есть получать деньги, не прикладывая усилий, чтобы социум и окружение работали на вас, но не вы на них. Но это чисто львиная правильная позиция, и могу сказать, у вас в жизни по двойке монет будут деньги из нескольких источников дохода, но вопрос ресурсов для вас не есть проблемой, то есть деньги у вас будут всегда. Если мы будем рассматривать с вами третий дом, в третьем доме у нас ложится король монет. Что такое третий дом и за что он отвечает?
Третий дом – это у нас точка коммуникации. Это у нас взаимодействие и общение с родными, с соседями, с близкими родственниками. То есть это наши братья, сестры, приятели. То есть круг повседневного нашего общения. Опять же, это вопросы начального, среднего образования, курсы, семинары, бизнес-тренинги. Это вопросы коротких поездок, командировок, корпоративного общения, деловых переписок, прокачки вашего интеллекта и стабилизации нервной системы. По королю Пентаклей у вас с этим проблем нет. Но есть такой момент. По королю монет это выстраивать ресурсные для себя союзы и общение. Потому что вы четко понимаете, осознаете, это не касается близкого круга окружения, то есть ваших родственников и знакомых. Это касается в большей степени друзей и бизнес-партнеров. Они для вас должны быть ресурсными. То есть дружба это прекрасно, но вы должны понимать, что человек должен давать вам какую-то пользу. То есть благодаря нему, вашему окружению, у вас должна появляться мотивация, желание расти духовно, личностно, развиваться. Это связи, это может быть какие-то инвестиции, спонсорство. То есть, как я вам говорила, окружение, свита делает короля. Вот вы подбираете, по сути, себе подобных, либо то окружение, благодаря которому вы взойдете на пьедестал. И если мы с вами будем смотреть 4-й дом, что у вас здесь? У нас здесь ложится рыцарь мечей. Что такое рыцарь мечей? Вы легкие на подъем, то есть вы можете менять без проблем место жительства. Сорвались, поехали. Это не значит, что для вас не важен комфорт, уют и роскошь. Нет, но вы легко относитесь к материальному, потому что у вас его в достатке. И окей, не один дом, значит будет другой дом. Более того, по рыцарю мечей, если смотреть, могут быть напряженные моменты и взаимодействия именно с соседями, потому что здесь отстаивание личных границ и поскольку это у нас касается вопросов недвижимости, потому что 4-й дом это у нас семейные корни, это родительский дом, это недвижимость, это все, что касается родины, семьи. То есть это наш фундамент жизни, наше детство. Тут есть непроработанные травмы детства, которые выражаются в нашем характере. Почему? Потому что по рыцарю мечей это ситуация, когда вас в чем-то пытались подавить, под себя подмять, построить в жизни. И вот теперь по рыцарю мечей это вот и выражается в черте характера, в превосходстве, в желании таким же образом подавлять кого-то, желание всех держать в узде, проявлять и показывать и демонстрировать всем свою силу. Вот здесь, к сожалению, это есть проблемка, с которой нужно работать. Давайте посмотрим, как. Что здесь? Туз монет, король монет и тройка мечей. В первую очередь, как я вам сказала, у вас это есть, это не привязываться к материальному. И самое главное, травмы детства, если мы будем смотреть, постараться, насколько это возможно, отпустить. Потому что туз монет и король монет – это ситуация всепрощения. Даже при ситуации разбитого сердца. Это начинать жизнь наново со старыми ранами, как бы это ни было. Но вот это ваша задача. Потому что вы знаете, что лев – даже после каких-то, ранений восстанавливается и по-прежнему остается львом. То есть вот эти раны вы не должны выплескивать на других, вы должны их просто похоронить и оставить в прошлом. Вот. И самое главное по этому аркану, потому что рыцарь мечей – это агрессивность, это накал страстей, не быть тираном в своем доме, не быть тираном по отношению к своим близким, к своим детям, к своей второй половине, к своим родителям, даже если чего-то там не додали, не так себя вели, в чем-то может быть совдеповское воспитание, которое также негативным образом отражалось на вас. То есть понять, простить, проработать эту ситуацию, отпустить и не взять такую модель поведения по отношению к своим близким. Смотрим с вами 5-й дом. Что здесь? По 5-му дому. По 5-му дому мир. Кто бы сомневался. 5-й дом это, собственно, вы. И здесь аркан мир, но вам здесь нет равных. Что это такое? Как я вам уже озвучила. Поскольку 5-й мир это отдых, развлечения, игра, удовольствие, дети, азарт, творчество, искусство, успех, слава.
по миру вам здесь нет равных. Вот вы в этом всем отдыхать, развлекаться, напитываться, получать новые эмоции, радость. У вас куча поклонников, поклонниц, любовников, любовниц, вы любвеобильны, вы страстны, вы стремитесь к новому. Я не говорю, что все львы там являются неверными, отправляются в загул. Нет. Само общество вас просто на это провоцирует, потому что все хотят вашего внимания, вашей энергии, от вас запитаться, потому что, ну, вы солнце. Солнце дает энергию, поэтому, вступая в отношения взаимодействия с вами, люди от вас напитываются энергией. Опять же, по этой карте, как правило, у представителей львиной династии много детей, то есть продолжение рода здесь все в порядке, но и в таком же духе, в таком же ключе вы воспитываете свое потомство, свое чадо. Но здесь у вас проблем нет, потому что здесь это, ну, мир — это ваша жизнь, это то, как вы позиционируете себя в социуме и чем вы наслаждаетесь. То есть у вас здесь все в порядке. Смотрим с вами 6-й дом. О чем здесь идет речь? О чем здесь идет речь? По тузу чаш. Поскольку у нас 6-й дом, это у нас точка силы. Иными словами, это дом, который отвечает за службу, повседневные заботы, обязанности. То есть наша ежедневная рутинная работа. Это самочувствие, это болезни, это лечение, это наша забота о здоровье, то по тузу чаш могу сказать, вам здесь нет равных, потому что себя вы любите. Себя вы любите, и у вас в этом жирный плюс, потому что по этой карте это вкладываться в себя, в свое здоровье, следить за своим здоровьем, следить за своим внешним видом и выбирать ту работу, ту профессию, ту реализацию, которая вам дает похвалу, дает вам радость, эмоции, эмоциональное наполнение, дает вам статус, потому что туз чаш — это быть на вершине успеха. То есть, как правило, это люди либо владеют своим делом, либо если работают в найме, то зачастую это какие-то руководящие должности. Поэтому здесь все у вас в порядке. Смотрим 7-й дом. О чем здесь идет речь? По 7-му дому. 10 чаш. Слушайте, львы, ну, даже объяснять здесь не буду. Поскольку у нас с самооценкой все good, это подтверждает и 5-й дом, то какие могут быть проблемы по 7-му дому? Ну, вы сами прекрасно понимаете. У вас 7-й дом, 10 чаш. 10 чаш — это карта семьи, карта союза, карта кооперации. За что у нас отвечает в целом наш 7-й дом? Для тех, кто не знает. Он отвечает за брак, за партнера по браку, семья, да. Это может быть партнер и деловой. То есть это люди, которые с вами надолго, которые с вами выстраивают конструктивные связи. Потому что по этому дому это общественные договора, союзы, это партнерство по добровольному соглашению. Конечно, здесь могут проходить и враги, и конкуренты, но это даже те, знаете, как тот сорт и категория врагов и конкурентов, которые вами восхищаются, потому что по 10 чаш, знаете, вот гад, ну хорошая же собака, понимаете, вот так вас воспринимают конкуренты, то есть даже если они вас ненавидят, но они понимают, что вы это достигли собственным трудом, самооценкой, стремлением, трудолюбием, что это не пустая, знаете, какая-то предвзятая позиция по отношению к вам. Это какая-то вот ненависть, потому что почему вы такое? Откуда у тебя столько энергии? Почему ты всего этого добиваешься? И так легко. Почему ты ярче? Почему ты лучше других? Поэтому здесь даже враги, которые по сути на вас равняются. Вы для них являетесь мотивацией. И здесь нет проблем с построением личной жизни или партнерскими союзами. Если мы будем смотреть 8-й дом, что по 8-му дому? 8-й дом, здесь ложится 7 жезлов. 8-й дом у нас отвечает за точку границ. Иными словами, что это? Это дом жизни и смерти. Это, помимо всего прочего, материальные ценности, финансовые дела брачного или делового партнера. Это общие капиталы, это наследство, страховки, завещания, нотариальные дела. Это вопросы преобразования, продолжительности жизни, вопросы тайны, секса, оккультных способностей. 7 жезлов — это добиваться, это хотеть большего. Больше секса, разнообразного, с разными партнерами, попробовать все. Если в плане оккультных наук, это четко использовать себе оккультную практику для прокачки всех сфер жизни и достижения максимального результата. И если это брать какие-то чужие деньги, чужие капиталы,
добиться суд, ипотек, финансирования, с этим все легко. Но вот если смотреть вопрос продолжительности жизни, могу сказать так, это лихачество, потому что семерка жезлов – это позиция доказать всем, пустить пыль в глаза, вот смотрите, я смогу, вот сейчас я без страховки заберусь на небоскреб, или сейчас я там сяду на свой мотоцикл, там 260 по трассе. Это тот момент, когда вы себя подвергаете сами опасности необоснованно и, допустим, тех людей, которые находятся в окружении рядом с вами. Поэтому здесь имеет смысл над этим задуматься. Это не критичная точка, не узловая, потому что здесь не старший аркан. Но тем не менее, поскольку семерка жезлов это несколько такая, говорю, блокированная энергия, поэтому задумайтесь. Смотрим с вами 9-й дом. Какова здесь ситуация? По 9-му дому здесь ложится двойка чаш. Прекрасный аркан. Итак, за что у нас отвечает 9-й дом? 9-й дом – это у нас точка духа. Это дом интеллектуальной жизни, религии, путешествий, особенно дальних. То есть это вопросы эмиграции, путешествий длительного характера. И в целом это вопросы мировоззрения, это философские убеждения, вера, религия. Это высшее образование, это судебные дела, это рост вашего авторитета. О чем же здесь может говорить двойка чаш? Во-первых, для некоторых львов, не для всех, но это может быть партнер издалека, то есть другой город, регион, другая страна. Это тяга к другой культуре, то есть вы можете тяготеть к другой вере, к другому там, мировоззрению, вероисповеданию, философским убеждениям, потому что для вас это будет близко. Помимо всего прочего, для кого-то дополнительное второе высшее образование, получение каких-то навыков. Ну а в целом, если брать интеллектуальную жизнь, путешествия, то по двойке чаш это везде находить единомышленников. Это ситуация, которая дается легко, адаптация, которая дается легко. Это ситуация, даже когда вы не знаете языка, есть языковой барьер, но вы можете приехать в любую точку мира и понимать друг друга на пальцах. Потому что даже хоть вербально, хоть невербально, вам легко с человеком изъясниться, довести, знаете, как основную концепцию, чего вы хотите добиться. Поэтому здесь все прекрасно, проблем здесь нет. Смотрим с вами 10-й дом. Что по 10-му дому? 10-й дом. И здесь ложится девятка жезлов. Ну, кто бы сомневался. Кто бы сомневался. Итак, то, о чем я, по сути, рассказывала весь этот период. Что такое у нас 10-й дом? 10-й дом – это у нас точка цели. Иными словами, это дом профессионального или социального успеха. Это дом карьеры. Он является самым важным, это как бы самая высокая точка гороскопа, и он символизирует устремление, карьерные амбиции человека, то есть без которых он мало чего мог бы добиться в социуме. И этот дом отвечает за жизненный уровень, то есть это тот максимум, который вы можете достичь в профессии, в жизни, потому что, в принципе, этот дом отвечает за карьеру, род занятий, профессиональные достижения, за успех, за ваш социальный статус, за репутацию, за награды. Так вот, о чем здесь говорит девятка жезлов? Это вот, знаете, жить под эгидой «я лучше всех», а вы козлы, и тем самым стопорить себе по десятке жезлов этот успех, эту реализацию. То есть еще раз напоминаю, короля делает свита. И успеха в профессиональной реализации вы можете добиться только благодаря грамотному взаимодействию и окружению с вашим социумом. Как бы странно это ни казалось, но тем не менее. И опять же, девятка жезлов – это добиться больших высот благодаря своим амбициям. Даже не сколько своему упорству, а это амбиции, которые вас будут толкать. Потому что тут позиция не соглашаться на меньшее. Ну давайте, хотя здесь это не является узловой кармической такой точкой, мы с вами посмотрим, как вам это проработать. Как вам это проработать? Рыцарь жезлов, пятерка чаш и императрица. То есть относиться ко всем с любовью, с заботой и опекой, несколько по-матерински. Понятно, что если человек в чем-то садится на голову, нужно как бы осечь и обозначить ему вектор движения, да, но во всех остальных случаях не относиться к людям с пренебрежением, особенно если чего-то не знают, не умеют. То есть подсказать, направить, помочь, особенно если по пятерке чаш человек является или состоит в отчаянии, потому что по императрице это будет для него защитой отдушиной, либо человек, который подскажет ему верный выход из какой-то сложной ситуации. Смотрим с вами 11-й дом. Что у вас здесь?
Итак, 11-й дом. У нас здесь ложится рыцарь монет. Ситуация стабильна. Что такое у нас 11-й дом? Ну, дом, без которого вы не можете существовать. Сейчас объясню почему. Потому что для вас вашей жизнедеятельностью является ось 5-11 домов. 11-й дом – это точка социальности, это ваши друзья, ваши единомышленники, это спонсоры, меценаты, покровители, это советники, это ситуация, когда вы являетесь чем-то фаворитом, это дом исполнения целей, мечты, осуществления надежд, идеалов, планов, дом благотворительности, выигрыша. И по рыцарю монет здесь у вас все стабильно. Но здесь все взаимосвязано. То есть как вы к социуму, так и социум поддерживает вас. Но здесь у вас все хорошо, поэтому переживать по этому поводу не стоит. Скажу так, вы на хорошем счету у руководства, у покровителей, у меценатов, у спонсоров, поэтому здесь все прекрасно. И 12-й дом у вас здесь ложится 5 монет. А вот здесь ситуация кризиса, и будем ее раскрывать. Ну, потому что у льва, да, есть такой момент, нужно прорабатывать духовность, а здесь с этим подчас бывает сложно. 12-й дом, либо иными словами дом изоляции или точка одиночества. По нему проходят монастыри, больницы, клиники, санатории, дома отдыха, приюта, работа в больницах, в тюрьмах, работа, допустим, в закрытых учреждениях или секретных организациях. То есть по 12-му дому проходит все, что у нас связано с тайнами, с глубинной памятью, уединением. Это страхи, это тайные связи, это тайные враги, скрытые болезни, потери, оккультные занятия и проработка кармы. Так вот, о чем эта карта говорит в 12 доме? Если ты хочешь, чтобы в твоей жизни все шло в плюс, по мере своих возможностей, ресурсов и сил всегда помогай тем, кто находится в кризисных ситуациях. Это для вас вопрос отплаты, платить за сложную карму. То есть жертвовать в приют, помогать обездоленным. Или если в силу своей профессии вы можете оказать какую-то безвозмездную помощь, ну, допустим, вы врач, проконсультировать бесплатно или в чем-то посодействовать, или, может быть, там, не знаю, какие-то бесплатные обследования, или, может быть, вылечить человека, повторюсь, по мере ваших возможностей, то старайтесь это делать, потому что, когда вы оказываете помощь и поддержку, проявляете силу и сострадание в кризисных факторах, у вас карма просто отрабатывается на ура и открываются сразу все возможности. Открывается и финансовый канал, и каналы покровительства. Вот то, что там, скажем так, то, что для вас стабильно, но оно для вас будет в большей степени открыто. Я сейчас даже еще раз посмотрю, как прорабатывать вам 12-й дом. Король мечей, королева жезлов и тройка пентаклей. И дно колоды, видите, 6 жезлов. Здесь при помощи, как это сказать, своих возможностей, своей способности человеку адаптироваться в сложной ситуации, потому что здесь ложится 2 монет. Как найти выход человеку из сложного вопроса. Король мечей – это рациональность. Королева жезлов – это, знаете, как не то, чтобы снизойти, снять корону, кому-то помочь. Но действительно, если человек в этой какой-то ситуации нуждается в помощи, то по 2 монет здесь не отстраняться, а дать эту альтернативную помощь. Потому что, смотрите, 6 жезлов – это в первую очередь возвысит вас. Энергетически, финансово, уберет блоки, откроет новые перспективы. В этом заключается ваша сила. Как раз проявлять доброту вашего сердца. Что ж, львы, вот такая карма, вот такая жизненная задача. Я надеюсь на то, что эта информация сработает вам в плюс и позволит поменять вашу жизнь в лучшую сторону на 180 градусов. В любом случае, я от вас буду ждать информации. Прорезонировала с вами информация или нет? Ощущаете ли вы такие моменты в своей жизни? Как это, в принципе, для вас отзывается? Мне будет интересно вас почитать, но я думаю, как и другим представителям знака зодиака Лев. Поэтому пишите ваши комментарии. Я, в принципе, благодарна каждому из вас за ваш энергообмен, за ваши лайки, за ваши подписки, за ваши донаты. Если вы еще не подписаны, обязательно подписывайтесь на канал, и вы будете в курсе всех видео, которые меняют вашу жизнь в лучшую сторону.